Далее вяжите косынку самостоятельно по данной схеме. Заканчиваете рядом, где у вас нет вееров. То есть рядом с галочками. Как определить ширину длинной стороны косынки? Для этого нужно измерить окружность головы и из этого числа вычесть 6 сантиметров. Итак, мы связали косынку на нужную нам ширину ее длинной стороны и закончили рядом с галочками, там, где нет вееров. Вот этот ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем работу на другую сторону. И вяжем заключительный завершающий ряд, который является рядом обвязки. Вяжем его по следующей схеме. Вот по этой схеме. Итак, здесь у нас лицевая сторона. Веерочки имеют вот такой красивый вид. С изнанки они немножечко другие. Сделали одну воздушную петлю подъема и далее в галочку под арку из 4 воздушных петель вяжем 9 столбиков с 2 накидами вот в эту арку. Один столбик с 2 накидами, второй, третий столбик с 2 накидами, четвертый столбик с 2 накидами, пятый столбик с 2 накидами, шестой столбик с 2 накидами, седьмой, восьмой и 9 столбик с 2 накидами. Провязали. Далее столбик без накида в группу столбиков из 3 столбиков с 2 накидами предыдущего ряда в центральный столбик. Вот сюда провязываем в центральный столбик группа из 3 столбиков с 2 накидами предыдущего ряда. Провязываем столбик без накида. Затем 11 столбиков с накидом в следующую галочку, то есть под арку из 4 воздушных петель. Провязываем 11 столбиков с 2 накидами. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой,
9, 10, 11. Далее в средний столбик группа из 3 столбиков с 2 накидами предыдущего ряда вяжем столбик без накида вот сюда. Далее в следующую галочку вяжем 11 столбиков без накида вот сюда. Затем в следующую группу столбиков из 3 столбиков в его средний столбик вяжем столбик без накида. В галочку опять 11 столбиков без накида. В группу из 3 столбиков столбик без накида в его центральный столбик, в средний, вот сюда вяжем столбик без накида. В следующую галочку опять 11 столбиков без накида, 11 столбиков с 2 накидами. В группу из 3 столбиков в его центральный столбик, столбик без накида и так далее провязываем до самого уголка нашего треугольника. То есть вяжем вот по этой схеме, довязав до уголка. Вот это место, вот уголок. В последнюю галочку, вот она, последняя галочка, вот она, вяжем 7 столбиков с 2 накидами вот сюда, вот они, вот сюда вяжем. Потом там, где 2 воздушные петли у нас, арочка из 2 воздушных петель, провязываем 5 столбиков с 2 накидами. А в галочку из 4 воздушных петель провязываем 7 столбиков с 2 накидами. Потом делаем столбик без накида в средний столбик предыдущего ряда. Затем в галочку 11 столбиков без накида. Затем в группу столбиков, в ее центральный столбик, столбик без накида. Затем в галочку провязываем 11 столбиков без накида. И так вяжем до другого уголка косынки. Провязали до уголка. Осталась одна галочка в конце косынки. Вот она. Провязываем сюда 9 столбиков с 2 накидами. И вот сюда провязываем, где у нас 2 воздушные петли, в эту арку провязываем столбик без накида. Вяжем самостоятельно обвязку по этой схеме, как я показала. Довязали до уголка косыночки, откуда мы набирали воздушные петли для цепочки. Довязываем до самого конца, до уголочка. Полустолбики с накидом. Довязали. И теперь в эту арочку, в самую первую, из 2 воздушных петель, вот она здесь у нас, провязываем 2 полустолбика с накидом. В эту маленькую первую арку. Провязали. И далее начинаем обвязку
длинной стороны косынки. То есть под каждую арку каждого ряда мы будем провязывать по 5 столбиков, полустолбиков с накидом под каждую арку. Вот они, эти арочки у нас. Это концы и начало рядов. Здесь у нас было колечко амигуруми. Сюда мы тоже провяжем 1 или 2 полустолбика с накидом. Итак, провязываем под каждую арку по 5 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Провязали. Под следующую арку следующего ряда провязываем 5 полустолбиков с накидом и вяжем так до другого уголка косынки. То есть обвязываем длинную сторону косынки полустолбиками с накидом. В колечко амигуруми делаем 1 или 2 полустолбика, чтобы здесь не стягивалось полотно. Вяжем так самостоятельно полустолбиками с накидом в каждую арку до другой стороны косынки, до другого его уголка. Итак, я довязала обвязку почти до самого противоположного уголка косынки. На первом уголке косынки, когда мы присоединяли завязку, то мы сделали в арочку из 2 воздушных петель перед веером. 2 полустолбика с накидом вот в эту арочку перед веером, вот сюда. Я довязываю до следующего уголка косынки, провязываю последние 5 полустолбиков с накидом в последнюю арку. Четвертый полустолбик с накидом и 5 полустолбик с накидом. И вот здесь перед веерочком еще одна арочка остается, еще одну провязываю, не довязала арочку. Провязываю сюда 5 полустолбиков с накидом. Четвертый полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, 5. И вот здесь перед веерочком у нас арочка из 2 воздушных петель была. Вот здесь. Вот веерочек. И мы сюда провязали, когда присоединяли тесемочку с противоположной стороны косынки, 2 полустолбика с накидом. Поэтому провязываем сюда, в эту арочку из 2 воздушных петель, провязываем сюда 2 полустолбика с накидом. Один и второй. Провязали. Вот там, где у меня было колечко амигуруми, серединка косыночки, я провязала в это колечко 1 полустолбик с накидом.
А хвостик, который здесь у нас оставался, я ввязала в полотно, то есть приложила вдоль полотна, и вот он здесь немножечко виден. Здесь я его потом обрежу ножницами. Так и ввязывала этот кончик нити. Теперь, после того, как мы сделали обвязку длинной стороны косынки полустолбиками с накидом, с другой стороны косынки набираем столько же воздушных петель для завязки, сколько мы набирали для первой завязки. То есть мы здесь считали петли воздушные и столько же воздушных петель набираем с другой стороны завязки. Я завязки делаю совсем короткие, потому что мне длинные завязки не нравятся. Мне кажется, что будет жарко летом, хотя многие любят завязывать завязки на бантики. Я буду завязывать просто на 2 узелка. Поэтому у меня короткие завязки, короче даже чем 15 сантиметров. Я вот так на глаз их провязываю, так чтобы длина этой цепочки была такая же, как и на первой завязке. Затем разворачиваем вязание. И вот там, где у нас такая красивая косичка, начинаем вязать полустолбики с накидом по направлению теперь к нашему уголку. Вот сюда, откуда мы начинали делать цепочку из воздушных петель. Итак, провязываем. Делаем накид на крючок и в третью петлю от крючка вводим крючок. Захватываем рабочую нить и провязываем сюда полустолбик с накидом. Провязали. И так вяжем полустолбики с накидом до уголка самостоятельно в каждую петлю. Следите, чтобы цепочка не перекручивалась. Провязали полустолбик с накидом в последнюю петлю воздушной цепочки. Вот здесь у нас обвязка длинной стороны косынки, а это обвязка из вееров короткой стороны косынки. И сейчас у нас вот так выглядит вязание. И сейчас мы присоединяемся к веерочку соединительным столбиком к его первому столбику. Вводим крючок под 2 верхние ниточки первого столбика веера и провязываем сюда соединительную петлю. Вот так. Вот так у нас это выглядит. Провязываем еще один соединительный столбик под следующий столбик веера, под 2 его верхние ниточки. Вот так. Прикрепились. А теперь вытягиваем нить, обрезаем ее здесь и вытягиваем. Все, наша косыночка готова. Вот так у нас получились завязки. У меня они совсем короткие. И вот так они идут прямо ровненько, подходят к обвязке длинной стороны косынки. Все ровно и аккуратно. Такая косыночка у нас получилась. Здесь я потом ниточку обрежу и спрячу ее конец, там, где мы закончили вязать вторую тесемку. Вот такая косынка красивая получилась. Надеюсь, мастер-класс вам был понятен. Вы свяжете себе такие. Здесь я отрежу и спрячу конец нити. Понятен и полезен. И вы свяжете на лето себе
такие косыночки для себя и для своих близких. Очень красиво все, быстро вяжется и легко. На этом у меня все. Желаю всем легких петелек, хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. Всем пока-пока.